Сегодняшнее видео про обильно цветущий кустарник, который покорил сердца многих садоводов. Его полюбили за неприхотливость и настоящее буйство цветов. Называется кольквиция. Кусты кольквиции красиво выглядят на протяжении всего сезона. У нее объемная раскидистая крона из гибких дугообразных ветвей. Высота зависит от сорта и может достигать 2 и даже 3,5 метров. При несложном уходе и на солнечном месторасположении этот декоративный кустарник поражает своим огромным количеством цветов. Порой их распускается так много, что диву даешься, как такое возможно. Не зря кольквицию считают лидером по обильному цветению. Однако такие качества кусты покажут лишь при хорошем освещении. В тени кольквиция будет расти и даже зацветет, но буйства ее очаровательных колокольчиков вы не дождетесь. Кстати, цветет кольквиция на молодых боковых приростах, поэтому своевременная и омолаживающая стрижка пойдет ей только на пользу. Первые соцветия распускаются в мае. Цветение может длиться по июнь. Порой кусты кольквиции с виду напоминают большие холмы из цветов. Такой эффект создается за счет множественных соцветий, которые распускаются практически по всей длине ветвей. Цветочки небольшие, приятного бело-розового цвета с желтой сердцевинкой. Их нежный аромат распространяется по саду, привлекая разных бабочек и полезных опылителей. Кольквиция относится к семейству жимолостные. Ее близкой родственницей является вейгела. Это хорошо видно по форме их цветов и листвы, которые чем-то похожи. Кстати, листва кольквиции к осени приобретает красивые золотистые, багряные и даже розово-красные оттенки, чем ярко выделяется среди прочих культур. Если вы мечтаете создать в своем саду романтический уголок, в котором можно было бы любоваться буйством и ароматом цветов, а также яркой осенней листвой, посадите неприхотливую кольквицию. Недаром этот вид кустарника еще называют кольквицией прелестной. Ее множественные очаровательные соцветия в пик цветения вызывают настоящий восторг. Часто из-за большого количества цветов не видно даже листвы. Очень жаль, что никакие фото и видео не в состоянии передать всю красоту этого растения. Цветущую кольквицию надо видеть живую. Море нежных колокольчиков не только создают вид огромного цветочного облака, но и источают приятный аромат. Кольквиция легко красит территорию сада, парковую зону и даже городские улицы. Она простая в уходе и довольно быстро растет. Ежегодный прирост побегов составляет от 20 см и более. Размеры взрослых экземпляров могут достигать даже 4 метров. Если вам не нужны такие крупные габариты, крону кольквиции лучше стричь. К тому же есть и более компактные сорта, как, например, кольквиция розеа с насыщенно-розовыми цветами, которые не выгорают даже на ярком солнце. Еще есть интересный сорт Pink Cloud. Нежное название этого растения переводится как розовое облако. А вот такой сорт, как маратка, имеет варигатную окраску листвы, которая меняет свои оттенки на протяжении всего сезона. Кольквиция хорошо подойдет даже для начинающих садоводов. Она неприхотлива к качеству почвы и не требует частый полив. Этот кустарник достаточно жаростойкий и засухоустойчивый, хотя в знойную пору и в период цветения, а также после высадки саженцы необходимо своевременно поливать. Для посадки этого кустарника выбирайте просторные солнечные участки без сквозняков. Для кольквиции предпочтительнее нейтральный либо слабощелочной состав почвы. Высаживать саженцы лучше уже в прогретую почву в мае. Имейте в виду, что участки с высоким залеганием грунтовых вод к кольквиции не подходят. Она не любит постоянное переувлажнение в зоне корней. На дно посадочной ямы необходимо уложить слой дренажа. Высаженные растения мульчируют и своевременно поливают. В первые годы растение будет входить в силу, и цветением вас, скорее всего, не порадует. Зато на 3-й год кольквиция зацветет, и с каждым годом ее количество соцветий будет только многократно увеличиваться. По окончанию цветения на побегах завязываются пушистые плоды с семенами. Еще небольшой особенностью этой культуры является отслаивание коры. На первый взгляд может показаться, что растение чем-то страдает. Но на самом деле для кольквиции это обычное явление и не должно у вас вызывать беспокойство. В регионах с суровыми зимами саженцы и молодые кусты необходимо высоко мульчировать и укрывать. Считается, что с возрастом зимостойкость этого растения значительно повышается. Взрослые сортовые экземпляры способны выдерживать морозы до минус 30-35 градусов. Согласно проведенным исследованиям, кольквицию можно выращивать с 4 по 8 климатическую зону. Иногда весной на кустах можно обнаружить подсохшие веточки, которые не пережили сильные морозы.
Их необходимо удалять до начала цветения. Более кардинальную обрезку проводят сразу после того, как куст отцветет, то есть в начале лета. Также поздней осенью удаляют зеленые, невызревшие побеги, которые все равно не перезимуют. Размножается кальквиция несколькими способами. Проще всего отделить ее прикорневую поросль. Можно пришпилить к земле нижние и боковые ветки для укоренения. Кальквиция также хорошо черенкуется. Из собранных и прошедших стратификацию семян также можно вырастить сеянцы, хотя цветение у них наступит гораздо позже. Кальквиция великолепно смотрится как отдельно посаженная, так и в компании с другими культурами. Из высаженных в ряд кустов можно вырастить пышную зеленую изгородь. С этим кустарником вполне справятся даже неопытные садоводы. Он редко поражается болезнями и вредителями. Все, что он от вас потребует, это полив и мульчирование в первое время после посадки. Если ваш сад в холодном регионе, молодым саженцам необходимо укрытие на зиму. Также потребуется санитарная и формирующая обрезка. Главное, кальквицию изначально правильно посадить в специально отведенном для нее просторном и солнечном месте, желательно без сквозняков. Я уверена, что многие из вас уже имеют в своем саду этот кустарник. Поделитесь, пожалуйста, о нем своим мнением и опытом выращивания в комментариях. А если вам это видео было хоть немного полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.